Если у вас болит спина или поясница, важно разобраться, что происходит и насколько это серьезно. Конечно, самостоятельно поставить диагноз невозможно, но можно понять характер боли и предположить ее источник. Первое, с чего стоит начать, это определить, нужно ли делать МРТ. Если боль в спине сохраняется больше 2 недель и не уменьшается, сделайте МРТ. Если боль повторяется периодически, обострения повторяются часто, 3-4 раза в год, тоже пора сделать МРТ. Все хронические или часто повторяющиеся боли требуют уточнения диагноза, и МРТ дает наиболее точное представление о причинах. Далее оцениваем интенсивность боли. Используется визуально-аналоговая шкала от 1 до 10, где 1 – это легкий дискомфорт, едва заметное ощущение, а 10 – это невыносимая боль, сравнимая с почечной коликой или с родами. При патологических поражениях позвоночника, например, боль чаще всего оценивается выше 5 баллов. Следующий шаг – понять, централизована ли боль. Если боль остается только в пояснице и никуда не отдает, обычно она менее опасна и хорошо поддается лечению. Если же боль распространяется вниз, в ягодицу или ногу, это уже более серьезный признак, часто связанный с поражением нервного корешка. Теперь давайте разберем рисунок боли. Если боль возникает преимущественно утром, ночью, при переворотах в постели или при вставании, это воспалительная или стартовая боль. Воспаление в любом случае требует внимания. Если боль появляется после нагрузки, от длительного сидения, стояния, ношения тяжестей, речь идет о механической боли. Такая боль считается доброкачественной, обычно хорошо поддается лечению массажем и физиотерапией и упражнениями. Полезно оценить еще собственную толерантность к нагрузке. Сколько вы можете сидеть без боли? Если 2-3 часа, то это нормально. Если боль возникает уже через 15 минут, значит сидячая поза для вас непереносима. Сколько можете стоять неподвижно? Норма – это 1-2. Если боль появляется через 10 минут, спина не выдерживает статической нагрузки. Возникает ли боль после обычной активности, такой как прогулки, покупки, поход по делам? Если да, то это признак механической боли. Очень важный критерий – реакция на ходьбу. Если при ходьбе становится легче, это хороший знак. Такие боли почти всегда поддаются консервативному лечению без операции. Если же при ходьбе боль усиливается, распространяется по ноге, вынуждает вас останавливаться, садиться, это наоборот признак возможной хирургической патологии, например, стеноза позвоночного канала. В этом случае нужно обратиться к врачу или даже к нейрохирургу. Более тяжелым сигналом считается онемение, покалывание, мурашки и простреливающие боли, которые распространяются из поясницы в ногу, особенно если с обеих сторон. Тут уже компрессия нервной структуры, откладывать обследование нельзя. Теперь кратко о том, какие типы боли встречаются чаще всего. Дисковая боль. Проблемы с межпозвонковыми дисками, такие как протрузии, трещины, грыжи, характерны для людей от 30 до 50 лет. Типичный симптом – боль отдает в ногу, особенно при наклоне, например, когда человек хочет надеть носки. Такая боль длится дольше месяца и требует наблюдения специалиста, поскольку заживление поврежденного диска – процесс медленный. Суставная боль или суставная. Боль, связанная с фасеточными суставами позвоночника, чаще встречается у людей старше 40 лет. Она имеет постоянный такой ноющий характер с периодическими обострениями на 1-2 недели. Обычно хорошо реагирует на противовоспалительные препараты и умеренные физические нагрузки. Третье – это миофасциальная боль. Эта проблема чаще встречается у более молодых пациентов, до 50-55 лет. Характерные признаки ее – это спазмы, чувство стянутости, боль при длительном сидении или в одном положении. Человеку становится легче, когда он двигается, соответственно, меняет позу. Обострения при миофасциальном синдроме кратковременные, 3-5 дней, и плохо реагируют на обезболивающие, но зато хорошо реагируют на массажи и мягкие методы реабилитации и упражнений. Чтобы различить эти состояния, помогает простой вопрос. Становится ли легче при ходьбе? Если да, то это доброкачественное течение, чаще миофасциальное или механическое. Если нет, а боль усиливается при движении, возможен стеноз позвоночного канала, то есть сужение проходов для нервов, из-за чего корешки недополучают кровоснабжение и возникает тянущая боль. В целом, самодиагностика сводится к 3 вещам. Как давно появилась боль и как долго она держится, есть ли периоды обострения и ремиссии, и сопровождается ли боль онемением, покалыванием и прострелами. Если боли усиливаются при нагрузке, но проходят в покое, чаще всего это механическая причина. Если обострения возникают при переохлаждении или ночью, возможно суставной синдром. А если
спина болит только в стрессовые периоды, но не беспокоит во время отдыха или отпуска, вероятнее всего, это миофасциальный синдром, самый доброкачественный вариант. Главное, не игнорировать повторяющиеся боли. Даже если они кажутся незначительными, важно понимать их природу. Разобравшись в симптомах, вы сможете точнее рассказать врачу о своих ощущениях, а значит, получить правильный диагноз и эффективное лечение.